художественный руководитель Московского губернского театра, известен как талантливый актер и режиссер. Но на прошлой неделе снова удивил поклонников. Сергей заявил, что хочет попробовать себя еще и в музыке, выбрав рок-направление. Первых творений долго ждать не пришлось. Оказывается, коллектив уже собран, дебютный сингл не про нас и клип на него готовы. Это знают немногие, но я еще со школьной скамьи мнил себя рок-музыкантом, минус рассказывает стар-хиту Сергей Витальевич. Лет с 12 фанател от групп «Аквариум», «Кино», «ДДТ», заслушивался Queen. Сейчас по душе англичане, Муси. Недавно вспомнил, что на юбилейную встречу одноклассников мы организовали концерт, где, уже повзрослевшие, делились друг с другом своими достижениями. Кто-то стал врачом, водителем, артистом, военным. Не прошло и 30 лет, как детские фантазии начали воплощаться. Долго решался примерить новые амплуа. Сделал вывод, период ожидания специально был затяжным и долгим, чтобы я мог плавно, самостоятельно погрузиться в этот жанр. Актер не скрывает, что очень внимательно подошел к работе над музыкальным стилем. Он сам проводил кастинги, искал не только талантливых артистов, но еще и единомышленников. В результате, Безрукову удалось добиться воплощением давней творческой мечты. Теперь Сергей Витальевич проводит практически все свободное время на репетициях и в студиях, придумывая новые песни. Снимаясь в кино, играя на сцене, не единожды брал в руки гитару и пел. Конечно, все помнят меня в фильме «Высоцкий». Спасибо, что живой. А театралы, несомненно, знают, что в спектакле «Хулиган. Исповедь» я исполняю песни на стихи Есенина с живым оркестром, и одна из них, «Соловушка», между прочим, написана мной как рок-композиция. Всех кандидатов в группу прослушивал лично на сцене родного театра. Желающих продемонстрировать свои таланты оказалось достаточно. Объявление о кастинге разместил в соответствующих сообществах в соцсетях. Сейчас в коллективе у нас 5 человек, поделился Безруков. Новоиспеченный коллектив получил название «Крестный папа». Безруков подчеркнул, что главными темами его творчества станут человеческие чувства и отношения. Мужчина настроен решительно и уже готовит к выходу первый полноценный альбом. Посмотрим, как дальше пойдет, ведь эта история не для работы, а для души. Но на следующей встрече одноклассников расскажу, что теперь еще и певец, рассказал актер. Кстати, второй сингл рок-группы «Крестный папа» посвящен чемпионату мира по футболу 2018 года и будет называться «Прорываться».